Всем привет! Сегодня очередной обзор. Обзоров что-то много стало у меня на канале. Да ладно, много это не мало. Итак, сегодня будет обзор по фонарям. Сейчас зима, день у нас короткий, световое время, в основном это темное время суток. Ну что делать, жизнь такая. Проснулся темно, ушел на работу, пришел домой, опять темно. Иногда погода, в принципе, позволяет нам погулять, причем не только ножками, но и на велосипеде, скажем так. Асфальт сухой, ну даже бывает и не сухой, но снег убранный, и можно ездить на велосипеде. Я это частенько практикую. Ну а чтобы было видно дорогу, нужен фонарь, конечно, либо налобный, либо установить на руле. Не только чтобы дорогу смотреть, но и как бы светом фар там предупредить там проезжающие мимо машины, если вы едете по оживленной дороге какой-то, либо если по тротуару там тоже идут пешеходы, и видя свет фонаря, они немножко сторонятся, а то обычно идут посередине. Приходится сигналить. Так и они вздрагивают аж. Ну и чтобы не вздрагивали, вот фонарь появляется на асфальте, на дороге, и они понимают, что сзади кто-то едет, оборачиваются, либо сразу принимают какую-то сторону. Ну а впереди идущие, вернее идущие навстречу, само собой видят. Итак, давайте посмотрим поближе, что собой представляет фонарик велосипедный передний. Итак, вот пришел фонарик в такой коробочке. Коробочка увесистая. Тут, блин, я сам был в шоке, удивлен, блин. Я, правда, не взвешивал, но примерно полкилограмма. Давайте посмотрим. Я как бы немножко посмотрел его, но вот показываю. Ну, стандартная коробка. Так, в сторону. Пластик. Проводок для зарядки. Сам фонарь. И крепление. Ну, реально полкило весит. Сделано из анодированного алюминия. То есть все четко. Не пластик какой-то голимый. На сайте было разные модели, там с 5 вот, самыми светодиодами я взял за 26 евро. Были там еще, сейчас скажу. Ну вот, как бы на сайте с одним светодиодом был, совсем узенький такой вот, наверное, в треть, блин, ну в половину может быть. Размеры не могу сказать точно. Потом с 2 светодиодами, чуть пошире, с 3 светодиодами, вот как у меня с 5 светодиодами, с 8, ну да, с 8 и тоже с 8 10 тысяч мАч батарейка. Чем они отличаются? Один с дисплеем, другой без дисплея. Ладно, показывать вам не буду. Сами зайдете на сайт joom.com и посмотрите, в поиске выберите. У меня все по минимуму. Ну, не совсем по минимуму. 5 светодиодов. Производитель говорит, что тут установлена батарейка на 10 тысяч мАч. Ну, все мы знаем, что китайцы любят приврать, конечно, но что-то там приличное все-таки, я думаю, стоит, потому что вес очень хороший, батарейки весит. 5000 люмен, самое заявляет продавец. И что он еще тут говорит?
Ну, кнопка управления, само собой, одна. Несколько режимов работы. Нажимаем. Загорается самый яркий. Послабее. Средний режим как бы более слабый. Еще, ну, самый слабый. Ну и стробоскоп. Клипса для крепления на руль. Вот здесь она на руль, сами понимаете, болтиком закрутили, зажали, и потом вот просто вот сюда вовнутрь запускаем клипсу. Это мне не видно из-за камеры. Так, заглушечку от зарядки. И вот так вот туда ее, и все, она фиксируется. Ну, само собой, на руле фонарь можно поворачивать в любую сторону. Ну, конечно, по центру ставим. Там есть небольшое квадратное, вот вы видите, отверстие в клипсе и выпуклая часть на самом креплении. И он как бы поэтому и фиксируется, никуда не деется. Чтобы вынуть, нужно клипсу слегка отжать, и тогда вынимаем. Ну, чтобы вы, если свой велосипед будете оставлять где-то пристегнутым, чтобы ваш фонарик не ушел нехорошим людям. Так, ну, по креплению все понятно. Тут резиновая прокладочка, чтобы не скользила. Так, что тут еще? Водонепроницаемый. То есть дождь, ливень, все ему будет, как говорится, пофигу, по барабану. Снизу самый разъем для зарядки. Не сбоку где-нибудь, чтобы как бы дождик поливал. И, ну, понятное дело, что во время движения вы заряжать не будете, но тем не менее, дождик будет идти, и если боковой самый разъем, то капельки будут попадать. Почему сделан еще снизу? Не только из-за того, что самое безопасное и сухое место, но и еще из-за того, что у него тут два разъема. Вот маленький USB-C, все мы его знаем. Он вот такой вот. Многие сейчас последние телефоны идут с ним. То есть его можно как так вставить, хоть перевернуть на 180 градусов, также вставить. Ну и второй разъем обычный USB. Туда вот. Для чего два разъема? Маленький разъем USB-C для зарядки его. Большой разъем — это если вы хотите использовать фонарик как powerbank. Здесь все-таки 10 тысяч мАч. То есть вы можете подзарядить свой мобильный телефон, воткнув туда в большой разъем USB проводок и подсоединив свой телефон. Так что два в одном, как говорится. И фонарик велосипедный, можно даже использовать просто его, ходить по улице тяжело, конечно. Ну, женщины могут отбиваться от нападающих. Таким, если приложишься, мало не покажется. Обматерят. Ну вот, два в одном, три в одном. Велосипедный фонарик как орудие защиты и как пауэрбанк для ваших устройств. Так, что я еще хотел сказать хорошего про это дело. Ну, я попробовал заряжать, ну, как бы он был немножко заряженный, как бы все, нажимая на кнопку, там все загоралось. Ну, решил все-таки его зарядить. Воткнул проводок в зарядное устройство. Ну, пока дома вечером вчера сидел за компьютером, там пару часов прошло, смотрю, нифига не зарядился. Но, может быть, и, в общем, короче, когда я воткнул зарядку, то вот здесь вокруг
кнопочки был красный кружочек, ну типа зарядка идет. Ну, сами знаете, как китайцы делают, бывает, блин, просто загорается какой-то там светодиодик, типа зарядка идет, и на этом все. И непонятно, зарядился он, не зарядился, ничего не меняется. У меня, вот, скажем, электробритва есть японская, там тоже воткнул зарядку, светодиод загорается красненький, и все. И он ни в какой режим не переходит, там, ни в зеленый, ни в голубой, ни в желтый, ни в какой. Он все время красный, без разницы, там можно хоть несколько суток его держать. И поэтому непонятно, зарядилось или нет. Ну, чисто потом уже стал ориентироваться 1,5 часа, и все, и хватит. Так вот, оставил на ночь, утром просыпаюсь, смотрю, кругляшок перешел из красного состояния в зеленый, то есть зарядился. Вот хорошо будет понятно, что когда зеленый, уже зарядилось. Ну что еще можно сказать? Да в принципе ничего, все, обзор на этом заканчиваю. Ничего тут обсуждать, надо просто ставить на велосипед и проверять. Вечером стемнеет, надеюсь, дождь прекратится, выйду на улицу и сниму, как ночью выглядит, и светит насколько и куда. Вот как бы пока все. Ждем продолжения. Ну вот мой двухколесный конь, на который я и купил фонарь. Крепление я уже поставил. Вот оно. Вот тут элементарно. На руль. И потом затягивается. Так, не вижу на дисплее. И затягивается вот этим болтиком. Подошло идеально. Труба как раз по размеру. Ну, внутри, естественно, есть прокладочка стандартная, оригинальная. И вот она вот сюда заходит в пазик. Располагаем вот такой, как бы выемкой, вот в таком положении. И тогда уже ставим фонарь. Вот на эту клипсу. Просто туда задвигаем. Так, сейчас я придержу велосипед. Тут свалится с подножки. Все, до щелчка. Все стоит. Можете повернуть его вниз, если слегка не затягиваем болт. Там вверх, как угодно. Там вправо-влево. Ну и все. Кнопкой зажигаем. Стемнеет. Покажу, как работает ночью. Снимается тоже элементарно. Так, камеру неудобно мне держать одной рукой. Чуть-чуть пальчиком клипсу вниз отжимаем, ну, буквально там пару миллиметров. Оно выходит из посадочного места, там стопор. Все, чуть-чуть сдвинули, самый фонарь. И дальше уже просто отодвигаем. Так, велосипед не держать. И все, вынули. Так, где тут камера моя? Ну, я уже показывал на камере, да, вот. Видите, квадратик. Вот оно, посадочное место. Там есть выступ держателя. Заходит и все, и он, фонарь фиксируется. Ну вот, вечером стемнеет. Доснимаю видео. Ну вот, стемнело. Освещаю велосипед головным фонарем. Фонарь я уже установил. Вот он. Так, вот, покажу. Сейчас мы его включим. Я вырублю этот самый головной фонарь. Вот, включаю кнопочку. Загорелась. Зеленые клавиши. Так, головной я вырублю, чтобы не мешало нам. И вот полная освещенность. Как только кнопочку нажимаем, полная мощность. Ну что вам сказать? Ну, метров на 50 светит. Там у меня дальше низина. И, ну, как бы на камере не видно. И дальше там идет дальше свет. Широко забирает, края. То есть вам не надо будет, когда вы заходите в поворот, там осторожничать, что вы там, получается, типа мертвая зона невидимой. Нет, здесь все хорошо в этом плане. Очень широко забирает по краям.
и очень далеко. Так, второй режим. Еще раз нажали, поменялась яркость. Средняя. Ну, в принципе, то же самое. Также светит, также далеко, на 50 метров, только чуть-чуть хуже яркость. Меняем еще раз. Еще ниже. Ну, скажем так, метров, наверное, на 35-40. Ну и, конечно, естественно, похуже уже светит. Ну, на минимальной яркости, в принципе, тоже нормально. Зато и держать будет хорошо. Ну, в смысле, в часах выражаюсь. Долго будет держать. Очень далеко светит, блин, в районе 40 метров, только похуже как бы яркость, ну, на самой низкой. Ну, блин, в пределах 20 метров, блин, просто все очень хорошо видно. То есть вам достаточно будет этой яркости на минималке, если вы хотите просто экономить батарейку. И также широко захватывает. Ну и последний режим — стробоскоп. Как бы я его не рекомендую врубать. Так, врубим мощный. Почему не рекомендую? Не знаю. Те, кто ездит на велосипедах и вырубает эти стробоскопы, они, видимо, никогда за рулем машин не сидели. Потому что реально лупит по глазам. И, блин, начинаешь, блин, трехэтажным матом покрывать вот этого горе-велосипедиста, блядь, чтобы он наебнулся где-нибудь на повороте и сломал себе все, что можно, и разбил этот ебаный фонарь. Стробоскопом можно пользоваться, если там привлечь внимание, чисто там кратковременно, там заблудились в лесу, там моргаете, блин, или на горе там где-то, блин, вышли на гору, и стробоскоп врубили, чтобы вас с горы видели, блин, и подошли спасатели. А вот нахера вот это, когда вы едете где-то на оживленной трассе, блядь, этот ебаный стробоскоп моргает прям в глаза. Или даже если едете по тротуару, и пешеходы, блин, тоже, блин, жмурятся, блин, и вспоминает, блин, все матерные слова, блин, о этом гребаном велосипедисте. Не надо пользоваться стробоскопами. И вообще считаю, что это ненужная функция на велосипеде. Ну вот, как бы, самый мощный фонарь, блин, вообще просто супер, блин. Я думаю, при таком фонаре, где там 10 тысяч миллиампер, будет держать тоже, блин, достаточно долго, несколько дней. Ну вот, как бы, все. На этом все. Небольшой обзор мощного фонаря. Все, всем пока. Будут еще обзоры. Не знаю, как на велосипедную тематику, но будут.